Всем привет, друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале. Новый год не за горами, и я предлагаю нам с вами сегодня сделать главного помощника Деда Мороза – северного оленя. У меня получился такой. Глубокомысленно воздев глаза к небу, он готовится к Новому году, держит в руках подарок. А что для этого нам понадобится, друзья? Лампочки, вышедшие уже из нашего пользования, разных размеров, и детская бесхозная перчатка. Давайте начнем наш видеоурок. Расскажу подробно, как сделать такого прекрасного оленя. Итак, друзья, сегодня делаем поделку на Новый год рождественского оленя. Для работы нам сегодня понадобится 2 ненужных лампочки. Значит, лампочка побольше длиной 7 сантиметров и маленькая лампочка длиной 5 сантиметров. Ненужный носочек красного цвета для шапочки и ненужная детская перчатка. Также небольшой кусочек фетра, 2 соломинки бумажных для ножек оленя, 2 полукруга из пенопласта диаметром 4 сантиметра, тоже для копытцев оленя. Для глазок 2 помпона белого цвета длиной 1 сантиметр и 1 помпон побольше, 1,5-2 сантиметра для шапочки оленя. Для носика воспользовалась овалом из фоамирана шириной 2 миллиметра. Также нам понадобятся нитки, иголочка, линейка, термоклей. Также для рогов оленя нам понадобится синельная проволочка 4 штуки. Контур акриловый для того, чтобы обозначить зрачки глаз. Можно воспользоваться просто акриловой краской. Помогаем себе ножницами, пинцет и вот такая вот бечевка для того, чтобы обмотать копытца. Покажу потом позже, да, как это сделать. И если мы планируем нашего оленя поставить твердо на ноги, нам, конечно, нужна подставка. Для этого я воспользовалась готовой с фанеры вот такой вот подставкой овальной. Итак, с чего же мы начнем? Ну, займемся тельцем, да, нашего оленя и мордочкой. Для этого сразу же беру перчатку. Мы будем в ней использовать большой пальчик для носика и основную вот эту вот ладошку перчатки для тельца оленя. Иголка с ниткой у меня уже готова, и я просто возьму вот эту маленькую лампочку, продену ее в большой палец перчатки. Нам нужно все вот это дело натянуть, и вот прекрасно так все у нас распределилось, да? Теперь нам нужно всего лишь взять ниточку и вот здесь перетянуть затягиваем по кругу. Закрепили ниточку и все лишнее мы срезаем. Вот этот ненужный хвостик мы фиксируем, чтобы не поползли ниточки. Просто
горячим пластиком мы их прихватываем. Оставляем нашу мордочку и займемся тельцем. Абсолютно таким же способом мы обтянем сейчас лампочку побольше для тельца нашего оленя. А вот эта вот резинка перчатки, это будет как бы шейка свитера нашего оленя. Сначала мы стянем, потом отрежем лишнее. Натянула. Я закрепляю ниточку. Закрепили ниточку, отрезали. Тоже лишнее я срезаю. И прихватываю клеем. Теперь приступим к мордочке оленя и сделаем ему носик. На капельку клея. Закрепим носик. Фоамиран я вырезала овал нужной формы для носика и прислонила его к подошве утюга. Он приобретает сразу фоамиран такую выпуклую форму, сжимается по краям, и носик становится такой почти объемный. Да? Дальше самое ответственное — это глазки. Где-то вот здесь, на вот этой платформе, да, лампочки, мы их прикрепим сначала между собой. Их склеим. Глазки готовы. Осталось только акриловым контуром поставить 2 зрачка и дать подсохнуть. Дело ответственное. Оставим подсыхать и займемся ушками. Ушки будем делать из пальчиков перчатки. Отрезаем где-то примерно 4 сантиметра. Перед тем, как обрезать, вот так вот пальчик
сплющиваем по бокам и несколько стежков делаем. Зафиксировать в таком положении, закрепляем, вернее, пока ничего не закрепляем, а отрезаем, да, отрезаем. Это примерно 4 сантиметра. Так. Тут у нас с вами стежок, и выводим иголочку вовнутрь из пальчика. Не натягиваем, просто выводим ее. И теперь стягиваем по окружности. Вот такое вот ушко получилось. Закрепляем ниточку. Делаем то же самое еще раз для второго ушка. Тоже закрепим термоклеем. Там, где лампочка у нас сужается, с двух сторон мы с вами сделаем ушки. На бочок наносим клей. Теперь берем синильную проволоку, и нам нужно изготовить вот два таких рога. Один я уже сделала. Здесь очень просто все. Мы делаем такую петельку. Это будет первая часть, да? Постараться сделать их симметрично. Берем еще одну. Делаем петельку. Чтобы поплотнее рожки были, я две проволоки, да, сплела. Еще одну петельку можно сделать.
вот два таких. Вот такие вот у нас рога оленьи получаются, да? Сейчас будем их подклеивать. Друг с дружкой их склею вначале. Примеряем. Видно наши ушки и видно рожки тоже. Очень хорошо. Наносим, не жалея, клей на основание и прижимаем ровно посерединке. Главный новогодний элемент, один из самых ярких, таких выразительных деталей, это шапочка маленькая. Для этого я взяла тоже старый носочек, но красного цвета. Нам нужна резинка от этого носочка, чтобы сделать шапочку. Совсем маленькая деталь. Отрезаем краешек. На изнанку выворачиваем и прошиваем красной ниточкой, подходящей по цвету. Трубочку такую делаем. Прошили, закрепили ниточку, отрезаем, выворачиваем аккуратненько на правую сторону. Шапочка наша должна быть очень крошечной на голове у оленя. То нам нужно сейчас отворот сделать у этой шапки и прикрепить помпончик. Вот эту часть нам нужно сделать поуже. Потом ниточкой мы ее присоберем. Что-то уже становится похоже на шапку. У шапки у нашей будет отворот. Вот такой вот. Мы его тоже закрепим на термоклей. Буквально в нескольких местах, просто для верности. Шов у нас сзади будет. И помпончик. Посадим на термоклей. Ну, вот такая вот шапочка у нас получилась. Мы ее должны сейчас прикрепить к рожкам оленя. Вместе с новогодней шапочкой наш олень выглядит гораздо более выразительно, по-новогоднему. И рога у него есть, и глазки, и шапочка, и ушки. Теперь займемся, ребята, ногами оленя, что очень важно, потому что стоять он должен у нас с вами твердо на этих ногах. Для того, чтобы сделать копытца, нам нужно взять соломинку стандартную. Можете взять палочки для суши. Можно взять проволоку крепкую, которая держит форму, обернуть такой же мохнатой проволокой, синельной проволокой. Тоже можно сделать ножки оленя. То есть несколькими способами. Но так как у меня есть вот такие вот трубочки для коктейля, из картона, из плотного они сделаны, я их возьму. Нам нужно вот изготовить вот такую вот деталь. Для этого нам понадобится как раз-таки фетр, кружочек для донышка, соломинка и вот такой вот шпагат. Кружок я уже вырезала. Соломинку я беру не всю длину, а 12 сантиметров. От соломинки я отрезаю 12 сантиметров. Делаю ножничками в серединке отверстие. Куда капну термоклей и
укреплю соломинку. И вот у нас копытце крепко держится, да. Основу я сделаю с фетра, подходящую по цвету нашему шпагату, и оплету, потом покажу, как наношу клей на основание. Фетровую основу делаю. И теперь начинаю я от нашей соломинки, да, на капельку клея помогаю себе пинцетом, чтобы не обжечь пальчики. И так, где наш пинцет? И вот здесь приклеиваю начало нашей нитки. Буду по кругу оклеивать наше копытце, чтобы оно у нас было такое мохнатое. Аккуратно оборачиваю, да. Кое-где я, конечно, фиксирую термоклеем. Два вот таких вот копытца у нас получилось, друзья. Теперь главное их устойчиво прикрепить к тельцу. У нас очень ответственный момент. Дальше я устанавливаю ножки, да, как они. Они у меня немножко под наклоном. И чуть-чуть срезаю наискосок, что лампочка у нас, естественно, она полукруглая. И примеряю, как это будет у нас выглядеть. Удобнее всего, конечно, копытца вначале приклеить к основе на термоклей. Что я сейчас и сделаю. Потому что мой олень будет стоять. Он будет стоять. И второе копытце. Если он у вас будет висеть на елке, тогда еще проще. Да, вообще не нужна никакая подставка. Я хочу, чтобы он стоял у меня под елкой или там на столе на рождественском или на полке. Поэтому вот что получается у меня. Теперь устанавливаем, показываю специально таким образом. Не жалею клея на вот эти места. И потом я буду этот клей добавлять, уплотнять как бы нашу конструкцию. Чтобы плотно не ерзала лампочка, значит, видите, она такая, я термоклеем должна вот это все пространство залить, получается, да, уплотнить. Поэтому тогда игрушка будет крепко держаться.
что я сейчас и сделаю. Но это делается в несколько заходов, чтобы клей остывал, да, потом еще добавлять, чтобы все это внизу было схвачено пластиком, получается. Поэтому ждем, пока оно остынет и застынет. Итак, друзья, когда мы с вами убедились, что тельце на ножках нормально держится, можно заняться ручками. Для этого я взяла вот такой толстый шнур, но вы можете также воспользоваться синельной проволокой для ручек. Отрезав у перчатки пальчик, я сделала варежку. Для кромки варежки я взяла вот такую тесьму. Креплю ее термоклеем. Помогайте себе пинцетом, чтобы не обжечь пальчики горячим термоклеем. Очень-очень аккуратно действуйте. Первая варежка готова. Не знаю, как ваша, олень, а мой будет держать, обнимать новогодний подарок, коробку с подарком. Поэтому делаем варежки. Можно просто узелки на конце повязать, сделать так ручки схематично, более не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в детали. Определяем, какова будет длина рук у нашего оленя. У меня он такой будет долговязый немножко, поэтому у него ручки я сделаю такие на уровне коленок. Сейчас я скажу. Мой шнурочек получается длиной 26 сантиметров. Вы можете сделать свой вариант. Так, отрезаю пальчик, вставляю шнурок. Так, надо померить, одинаковые ли у нас варежки. Чуть-чуть можно покороче. Помещаем вовнутрь, как в колпачок, да, вот так вот, и термоклей наносим, обжимаем вокруг шнура. Так, пальчиками соберем, подождем, пока застынет. Вот такие вот варежки получаются. И подклеиваем манжет нашей варежки. Заворачиваем и
Ручки готовы. Я их подклею в самом конце. Так, сзади. Сейчас самая такая будет, самая ответственная вещь. Вот у меня уже застыл совсем клей. Я вот здесь у основания очень плотно заливала. Не знаю, видно здесь или нет. Очень плотно заливала между двумя этими соломинками, чтобы ноги держались и тело не вихлялось. Это лампочка, да, в перчатке, чтобы она не вихлялась. Теперь тоже регулируем центр тяжести на голове. Стараемся в центр поместить голову на термоклей. Вот здесь у нас такой гребешок, и сюда не жалеем клея. Щедро наносим и устанавливаем нашу голову. Просто шикарно. Посмотрите, ждем, пока подсохнет. И осталась уже часть такая заключительно-выразительная. Сзади я подклею ему ручки, или вот по бокам можно их на капельку клея, да, подклеить. В районе плечиков, да, наношу капельку клея и подклеиваю ручку, шнурок. И с другой стороны то же самое, симметрично. Подклеиваю второе плечо, вторую ручку. Ждем, пока высохнет. Будет еще у моего оленя шарфик. Его можно сделать тоже из синильной проволоки, какого-то контрастного цвета, белого. Но у меня есть вот такая замечательная пряжа, которая уже сама по себе как связанный шарфик. И, конечно же, я этим воспользуюсь. Покупала тоже для рукоделия когда-то давно. И просто вокруг шеи намотаю этот шарфик. Так, посмотрите, вот что у нас получилось. И теперь намотаю красивый шарфик для тепла нашему прекрасному оленю. Можно на капельку клея зафиксировать тоже этот шарфик на игрушке. Распушим немножко краешки, чтобы больше было похоже на шарф. Тоже зафиксирую на капельку клея. Один из моих оленей держит коробку с игрушками, которыми он будет рождественскую елочку украшать. А вот второму оленю, который сейчас мы с вами делаем, коробочки из-под лампочки, немножечко поменьше была лампа, я ее обернула бумагой оберточной, сделала такую вот ленточку, завязала, и он будет обнимать рождественский подарок, который приготовил своей любимой, например, оленихе. Такой вот олень у нас получился с шарфиком. И теперь я постараюсь правдоподобно сделать так, чтобы он вот варежкой своей держал этот подарок. Для этого с одного боку я на термоклей тоже подклею эту коробку сбоку лампы. Укреплю это с одной стороны шнуром, которая рука. И вот эту варежку тоже укреплю. Дополнительно как бы обожму подарок вот этой вот рукой оленьей. Таким образом мы достигнем такой правдоподобности, да? Ну вот, друзья, олень наш получил свой подарок. Работой я довольна. Вот так вот получается. Всем желаю успехов в вашем творчестве. Получайте удовольствие. Занимайтесь творчеством. Дарите творчество своим любимым. Привлекайте детей
Если вам понравился мой видеоурок, поставьте, пожалуйста, лайк. Всех с наступающим Новым годом и до новых встреч. Пока-пока.